Доброго здравия! С вами в деревушке у Олега или в деревушке на Онега. Сейчас посмотрим. В деревушке на Онега. С вами Олег, и мы поехали. В этом выпуске, не знаю сам, что будет в этом выпуске, но начнем, пожалуй, с троллинга. Неделю не был на воде, легкий мандраж, как обычно перед рыбалкой. Что нам даст озеро, что нам даст наша природа карельская. Сейчас мы будем это смотреть. Погнали! Отправил рапалку на разведку. Пройдемся немножко по глубине, посмотрим, что нам это даст. Последняя декада сентября. Вода становится холоднее и холоднее. Осень достаточно ранняя. Температура градусов 7, наверное, 8, не больше. Малька берега уже практически нет. Я думаю, что рыбка сместилась на глубину. Ребята, поклевочка не заставила себя долго ждать. Мне кто-то прицепился. Заглушу моторчик, чтобы было полегче тянуть. Ну, похоже, это щучка. Ну, вот, слушайте, начало интересное. Кто-то есть, вот там сопротивляется. Будем брать это дело в лодочку. Видите как? Что нам дал троллинг? 10 минут. Буквально 10 минут. Щукаридзе, судя по всему. Ну да. Ну опять не очень большой. Мы его отпустим. Не очень большая щучка. Ну приятно для начала. Даже очень приятно. Вот посмотрите. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Отпущу я тебя, отпущу, красота. Взяла хорошо. Атаковала мощно. Быстро. Ну что, иди гуляй. Ох, как она пошла. Продолжим нашу рыбалочку. Это я иду на один спиннинг, и вот видите, уже результат. Восточный ветерок. Кстати, говорят, что восточный ветер не берет. Ну, мы вот это проверим. Докажем это или опровергнем. Ну, судя по началу, не скажешь, что это так. Смотрите, как меняется природа. Деревья окрашиваются в багряные, желтые, оранжевые тона. Очень красиво. А я на рыбалке, на своей любимой рыбалке. Занимаюсь своим любимым делом. Ну вот, ребятки, покатался на троллинг минут 20. Подошел к своей точечке. Здесь луда. Хочу попробовать джиг. Если будут поклевки, возможно, встану на якорь. Друзья, как-то на джиг поклевывать не хочет. Пробиваю свою точку, уже сделал 2 круга. Не становлюсь на якорь, потому что, наверное, смысла нету. Ну, вот, сейчас смотаю нашу джиг-снасть и перейдем к колебалочкам и воблеру. Вот, видите, брать не хочет, а зацепы тут, в принципе, бывают частенько. Будем сниматься. Завожу наш моторчик. Поехали отцеплять зацеп. Ну, вот, мы сняли нашу джиг-головку с камушка. Я думаю, что сейчас перейдем к блеснам. Поскольку у меня тут стоял воблер, я сейчас сделаю пару забросов на воблер. Потом поставлю колебалочки потяжелее. Пробьем это дело все
Посмотрим, будет ли результат. Почему-то моя чуйка мне подсказывает, что надо попробовать вот это. Тяжелую блесну колебалку. Ну что, ребятки, с Богом. Правим ее поплавать чуть-чуть. Что ж, друзья, на колебалочку у нас была атака. Очевидно, рыбка накололась и не засеклась. Еще несколько забросов сделал, больше счета как-то брать не хочет. Поэтому сейчас крайний заброс колебалкой, и мы продолжим поиски нашей рыбы дальше. Вот туда ее. Вот туда. Ну что, ловись, рыбка большая и маленькая. Что ж, друзья, продолжим на троллинг. Хочу предложить нашей рыбе вот такой вот воблерище. Вот с такими огромными крючками. Я его, кстати говоря, не пробовал еще в этом сезоне. А вдруг сработает. Что, отправляем в воду. Пока суть до дела, самое время погреться чайком. Заварил дома хорошего чаечку крепенького из нашей классной воды. Ваше здоровье, ребята! Вот, ребятки, я что-то тяну на крокодильчика. Потрудился немножко, попил чайку и чего-то тяну. Будем смотреть, что это. Что-то тяжеленькое. Вроде как весьма. Ну и, кстати говоря, и практически не трепыхается. Очень много лески опять отпущено. Опс. Не дать слабиночки. Будем глядеть, что это. Кто там, пока мы не знаем. Ну, что-то так достойненькое вроде. Смотрим, нужен ли сачок нам в данной ситуации. Может быть, справимся и без. Вот неплохая рыбка. Так, тяжеленько идет, кстати говоря. Смотрим. Уже недалеко. Уже недалеко. Так, что там? Где она? Смотрите, как куда-то. Ух ты! Ребят, ну там достойный экземпляр, судя по всему. Блин. Ну не упустить только. Не упустить. Ну не упустить. Ну вот, это судак. Ребят, это такой зачетный судачелка. Ну не надо, не надо. Давай в лодочку. Еле-еле он держится у нас. Еле-еле. Смотрите. На одном крючочке. Тихо, тихо, тихо. Так, красавчик. Красавчик. Ну вот уже ради этого, ребятки, стоило выходить в озеро. Вот такой трофейчик. Опять взял на рапалку. Не знаю, килограммчика на 3,5, наверное, на 4. Вот такой вот красавчик, ребятки. Ох, какой Олег молодец. Как же здорово. Я рад. Вы посмотрите, как он зацепился. Зацепился на один, на один крючочек. Давай за жабры тебя взять. Вот таким вот образом. Моя цеплялочка. Ну что, ребят, посмотрите. Здорово. Трофейный судачелка. Даже не лезет к нам в таз. Ну что ж, рыбалка продолжается. Я немножко разволновался.
На самом деле очень неплохой экземпляр, такой достойный. Приготовим из него очень вкусное блюдо. Поехали дальше. Ребят, посмотрите, какая рыба. Эта рыба радует мне глаз. Он у меня прыгает по лодке, не может успокоиться. Ну ладно, у меня уже воблер в воде. Продолжим нашу рыбалку дальше. Как вы видели, я обошел вокруг острова на троллинг. Взял хорошего судака. Сейчас хочу попробовать посмотреть, что у нас на мели. Если у нас рыба неделю не выходил, осень, все стремительно меняется. Здесь где-то мелкая луда. Сейчас мы ее нащупаем. Попробуем, посмотрим. Может быть, возьмет неплохой окушарик, а может быть и не возьмет. Но я уже доволен результатом сегодняшней рыбалки. Пусть, как говорится, мало, но хорошо. Вот, ребята, не знаю, видно ли вам, я иду на метровой глубине. Здесь камни, какая-то подводная трава. Пытаюсь выдернуть отсюда окуня. Если он, не факт. Оп. Это, наверное, была травка, хотя, может быть, и нет. Возможно, что надо встать на якорь, потому что ветерок и меня достаточно быстро сносит. Смотрите, какой валун огромный посреди озера. Вот я даже ударился мотором. Воды в этом году стало меньше. Повылезали такие здоровые камни. Там еще один, судя по всему. В него накатывает волна, я вот вижу. Надо поднять наш мотор от греха подальше. Рыбка не берет. В общем, ребята, добра не ищут. Заброс мне сегодня не дает никаких результатов. Иду опять на троллинг. Это опять по своей карте. Вот она. Сейчас подойду к очередной лодке, пойду краем. Получается, между глубиной и свалом. Ну, еще часик покатаюсь и домой. Ну, что мы вам хотим сказать с судаком? Ждем ваших комментариев. Подписываемся на канал. А если серьезно, то несмотря на небольшое количество пойманной рыбы, я считаю, что рыбалка состоялась. И состоялась хорошо. С каждым часом раньше солнышко садится, осень золотая, мчится в колеснице. Кстати, стихи мои. Ну и я помчался. Всем пока, до новых встреч.